Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим первую стабильную HyperOS 3, которую разработчики выпускают для некоторого количества смартфонов. Посмотрим, что интересного тут появляется, что в целом отличается от того, что было в бета-версиях, и я вам скажу свое личное мнение от увиденного, а также от того, что я уже поиспользовал. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, компания Xiaomi, как и обещала, к середине октября месяца начинает постепенно разворачивать рассылку стабильных прошивок. Это Xiaomi 15 и это прошивка 3.0.1.1. И да, хоть она пока что еще доступна для тестеров, мы уже с вами сегодня можем понимать, что нас ожидает вообще в принципе в релизной HyperOS 3. И по сравнению с тем, что было для бета-версий и для бета-тестировщиков, особо ничего не меняется. Но давайте вкратце с вами разберемся в целом что и как. Во-первых, многих очень интересует такая история, что же такое дополнительные там 8 или 16 гигов, которые появляются в системе и которые рисуются как UFS Storage Extension. Что это такое? Вообще, в принципе, в этих чипах памяти, которые у нас идут для смартфонов Xiaomi, есть некоторые такие ячейки со свободной памятью, и она не всегда задействуется. И вот компания Xiaomi решила ее как бы-то задействовать и активировать эти кластеры. Ну, собственно, так это все дело описывалось, и в принципе так оно должно работать. И вот как бы-то многих этот момент интересовал, и вот на этом я отдельно остановился. Понятное дело, у нас HyperOS 3 идет с Android 16. Опять же, если у вас актуальное устройство, и если в принципе вы там этот аппарат покупали условно там в 2025 году, в 2024 году, вам не стоит переживать. Если у вас более там старый аппарат, или в принципе компания говорила, что они не будут обновлять до там актуальной версии Android, то, к сожалению, так оно и получится. Но мы с вами идем дальше по настройкам. По сравнению с бета-версией, немного они поменяли раздел Interconnectivity, ну или же раздел взаимодействия, ну или же взаимосвязанность вернее. Получается, что поменялось? Во-первых, картинка поменялась, ну непонятно зачем они вернули сток, хотя изначально это как-то более выглядело красиво, но к картинкам мы придираться не будем. Тут, кстати, еще добавили автомобиль. Это означает, что в принципе у нас режим взаимосвязанность характерен для смартфонов, планшетов, автомобилей и в принципе всей экосистемы Xiaomi. В этом разделе у нас перемещены все те возможности, которые могут у нас быть активированы при взаимодействии с разными устройствами между собой. Это и возможность делиться экраном, это приложение, уведомления, принятие звонков, ну и тому подобное. То есть в этом плане, да, немного поменяли картинку, но по функционалу все осталось по-старому. Многих также еще интересует вопрос, что там по Hyper AI, ведь эта тема очень крутая, и многие даже дожидаются Xiao AI на глобальном рынке. Но хочу вам сказать следующее, что Xiao AI это чисто китайская история, и до глобального рынка, понятное дело, она не дойдет. И да, вы мне можете дальше сказать, что в принципе вот этот раздел AI App Boost, ну или же возможности AI для приложений, он у нас не меняется, и тут ничего нового нет. Но я вам хочу сказать наоборот, что если мы с вами, допустим, зайдем в раздел под названием AI-перевод разговора, у нас появляется два дополнительных пункта, как автоматическое распознавание языка, и вот здесь у нас раздел еще также включать микрофон автоматически. Если раньше у нас всегда эта история работала по умолчанию, и мы не могли на нее как-то повлиять, в этом же обновлении, и, кстати, в бета-версии я такого не наблюдал, появляется данный тумблерочек. И этими самыми действиями мы можем с вами либо же включать автоматически там все возможные штуки, или же их наоборот выключать. Как только мы с вами разобрались с настройками, условно нажимаем начать, нас перекидывает в раздел перевести разговор, и дальше мы уже этим пользуемся. Да, тема весьма удобная, и надеюсь, что до глобалки также вся эта история дойдет. По всему остальному в AI поисковике появляется штука как анализ результатов AI поиска на устройстве. Кстати, на глобалке пока еще такого я не замечал, но на китайской прошивке эта история есть. Возможно, также и на глобалку это все дойдет. По всем оставшимся разделам ничего нового нет. Далее, раздел персонализация. Как вы помните, компания Xiaomi очень так с помпой это все представила, рассказали что и как, и мне было интересно понять, урежут ли как-то стабильную версию на начальных этих всех моментах, и вообще в принципе, что там будет. Но насколько я понял из того, что поиспользовал, то, что я поискал, все в целом будет то, как и было показано и рассказано на презентации.
То есть более гибкая настройка экрана блокировки, новые стили часов, новые шрифты, новые там улучшения, ну и конечно же фишка искусственного интеллекта. То есть вы можете, грубо говоря, оживлять там какие-то свои фотографии с помощью этой всей истории от компании Xiaomi. И также в целом выглядит весьма неплохо, и я думаю, что будут поклонники этой фичи. Плюс напоминаю, что можно гибко также еще и настроить рабочий стол на своем аппарате, добавить размытие ему. Так что в любом случае вы тут для себя найдете много чего интересного, а также качественного. Плюс напоминаю вам насчет иконок на рабочем столе. Многих они расстраивают. То есть иконки мы с вами также относим к разделу персонализации. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Мне, кстати, не особо понравилось, что вот условно мы с вами выходим из настроек, но именно сворачивание приложения, вот как у нас настройки прокручиваются, в этой стилистике нет. Лишь только вы можете заметить, как я выхожу из приложения и иконка чуть-чуть так поддергивается. То есть это типа вот такая новая анимация, новая фишка выхода из стокового приложения. Но как по мне лучше, когда это все дело прокручивается. И все это дело мы можем, понятное дело, вернуть только через то, что мы можем восстановить стиль иконок на тот, который у нас был классический. И тут, кстати, да, если вам не нравится новый стиль, вы можете его без всяких проблем поменять. Плюс также размер у нас остается, за это не переживайте. По экранам блокировки и стилям также разработчики тут поднавалили нам чуть-чуть побольше стилей, которые мы можем с вами установить. Опять же, очень много дискуссий насчет этого, кому-то нравится, кому-то нет. То, что в целом они сюда добавляют новые стили, новые там всевозможные фишки и прочее, это однозначно хорошо. Но там уже пользоваться вам этим или нет, уже решаете сами. Далее, друзья, что еще хотелось бы отметить? Ну, это, конечно же, оптимизация и быстродействие. И дальше мы с вами переходим к рабочему столу. Вообще, я ожидал, что как бы компания Xiaomi в своем репертуаре накосячит. И почему я так считаю? Потому что они всегда вот делают бета-версии более почему-то качественными, нежели это выходит на стабилку, то есть в релиз. Тут у меня было такое же ощущение, что разработчики где-то кинут нам какой-то подвох, и нас будет ожидать немножечко подлива. Но я, честно говоря, был очень рад тому, что этого не произошло. И могу вам сказать следующее, что компания Xiaomi действительно очень неплохо поработала со всей этой историей в плане жестов, в плане оптимизации, в плане анимации и всего тому подобного, что с этим может быть связано. Как вы можете заметить, что анимация открытия папок, анимация открытия приложений, переходы между приложениями очень хорошо отрабатываются. И сейчас в комментариях предвижу ваши вопросы или же мнения. Ведь ты показываешь на флагмане, и на нем должно быть априори все идеально. Но как вы понимаете, что не все идеально даже на флагмане может быть, и вот к Xiaomi 15 на глобальной прошивке были вопросы. А вот после того, как я поставил Китайку и HyperOS 3, у меня, честно, все вопросы отпали. Опять же, искренне надеюсь, что на глобальной прошивке все это также не растеряется, и с этим будет все замечательно. Каких-то мелких даже подфризиваний или прочего я не заметил за вот то время, сколько я эту прошивку использую именно стабильную. То есть я не говорю там за бетки HyperOS 3, я говорю именно за стабильную, которую я вам показываю в сегодняшнем видеоролике. Плюс также вы, конечно же, можете себе понаустанавливать стоковых приложух из китайской прошивки на глобальную HyperOS 2. И вот, кстати, версия лаунчера, кому интересно, от 3 октября она 6.01.02.13.18. Очень приятная версия, все работает очень замечательно. Да, третьего стиля отображения недавних у нас нет, как в iOS, но я думаю, что это уже совсем другая история, и, возможно, когда-то разработчики нам это все добавят. Далее, что нас с вами еще может заинтересовать, если зайдем в раздел приложения, нажмем другие настройки, тут появляется такая тема, как смарт-помощник по приложениям. Что это вообще за тема? Когда у вас условно там вылетает приложуха, когда вылезает ошибка, когда там непредвиденное закрытие приложения, все это отражается здесь. И в какой-то веке компания Xiaomi решила нам дать такой функционал. То есть не только, чтобы мы там через Activity Launcher что-то искали. И по умолчанию также мы можем с вами посмотреть, какие есть проблемы по приложениям. И, кстати, в глобальных прошивках также этот раздел был замечен в новых обновлениях HyperOS 2.
Многих, наверное, еще заинтересует вопрос, а что же там с автономностью? Но как вы понимаете, что для данного теста было бы неплохо выполнить некоторые сравнения. На двух идентичных аппаратах взять там условно HyperOS 2 Global и HyperOS 3 и вам это все показать. Но поскольку я не владею еще одним Xiaomi 15, то я вам могу лишь сказать личные наблюдения. Что за время использования как бета-версии, так и стабильной прошивки HyperOS 3 я вам могу дать следующее мнение. Что автономная работа стала лучше. И это без всяких дополнительных телодвижений. Насколько примерно она стала лучше, где-то процентов на 10-15. Да, это как бы возможно, может быть субъективно, и все еще также зависит от использования смартфоном. И опять же, насколько мои показатели были от того, что вот я видел на HyperOS 2, то это поменялось где-то процентов на 10-15. И если мы также еще дополнительно будем оптимизировать прошивку, то там, наверное, еще чуть побольше мы сможем чуть-чуть с вами получить этих всех процентов. Но опять же, по автономке я остался доволен. Понятное дело, что прошивке нужно еще там устаканиться, скажем так, там всевозможные там файлы прогонятся и тому подобное, это да, это все понятно. Но на сейчас и здесь это продукт, действительно, который улучшает автономную работу вашего устройства. Также я думаю, что вы помните такую фишку, которую разработчики нам показали, это динамический остров. Ну и понятное дело, что он должен у нас как бы-то работать, но если условно мы с вами сворачиваем приложение, оно не всегда может проявляться. И вы, наверное, только что это заметили. Да, есть такой небольшой баг этого всего дела. Разработчики, насколько я понял, знают уже об этом баге и работают над его устранением. Вот вся еще такая тема бабл вот этих всех штук, она также у нас работает без всяких нареканий и выглядит это очень неплохо. Плюс разработчики с новыми обновлениями расширяют в принципе функционал приложений и в принципе те приложения, которые совместимы с динамическим островком. И вот вы можете заметить, что висит у меня такая напоминалка, что вот Sirius аккаунты это значит приложения, которые связаны со скоростными поездами. То есть если у вас там какой-то рейс, там горит билет, то у вас вся эта история будет светиться сверху в динамическом островке и будет показан обратный отсчет до отправления скоростного поезда. Да, также очень неплохо и вообще в принципе мне интересно, что же в глобалке разработчики нам представят. Затрагивая функционал еще также стоковых приложений, все так же поменялось в лучшую сторону. Обновленная галерея, обновленные заметки, обновленная камера. Все это дело, конечно же, нас будет с вами радовать. И когда вы обновитесь на новую HyperOS 3, вы действительно увидите, что разработчики так трудились в поте лица. Возможно, я немножечко иронизирую, но опять же, того, что они нам дали за последнее время, там и новые версии приложух и тому подобное, и островок, и новая персонализация, да, для кого-то может показаться, что это не совсем HyperOS 3, я также не буду там, как-то знаете, переобуваться и говорить, что вот я там поменял свое мнение, HyperOS 3 действительно крутая прошивка. Я до сих пор считаю, что HyperOS 3 должна быть куда больше, чем нам разработчики представили, но исходя из того, что есть на сегодняшний день, в целом это вполне юзабельный софт, в целом этим можно пользоваться, и когда вы обновитесь, вы будете довольны. И теперь, подведя итог в конце этого видеоролика, могу сказать следующее. Что стабильная прошивка меня порадовала, и я надеюсь, что эта база будет и для глобальных прошивок. Ведь если разработчики накосячат на глобалке, это будет очень печально. Если на сегодня вы меня спросите, стоит ли обновиться на новую HyperOS 3, там, даже не глядя, что есть некоторые моментики там по динамическому островку и по тому подобному, я вам могу сказать, что да, обновиться стоит. Но важно перед тем, как нажимать на обновить систему или же загрузить обновление, почитать отзывы других пользователей, поспрашивать там в комментариях, зайти к нам в чат, и тому подобное. И только после этого уже принимать решение. Но если вы хотите свой смартфон актуально обновлять, там стоковые приложения там и тому подобное, все это дело есть в нашем телеграм-канале, потому переходите, подписывайтесь, там первоочередно публикуем актуальную информацию о Xiaomi и HyperOS. Но если еще остались вопросы, welcome в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.